А почему не получается у опытных и бывалых? Опыт 5-летней давности, он становится обузой. Винтики, шурупчики, одинаковость. Очень важно делать то, чего не делают другие. Самый главный элемент таблицы умножения успеха — Игорь Владимирович, вот когда люди начинают свой бизнес, они, как правило, не обладают всеми знаниями про это и начинают действовать больше по наитию, доверяя чутью. Это вообще правильно? На самом деле все по наитию и все всегда начинается так. Другое дело, потом у нас есть много способов повышать точность, результативность, эффективность и так далее. Но это на уровне инструментов, это вторично. В начале все равно вот такая детская непосредственность и движение по наитию. Но опять же, у нас есть буквально небольшая возможность сделать это без травм. Дальше, по мере углубления, нам необходимо применять специальные отточенные инструменты. То есть постоянно по наитию не пройдет. Небезопасно это и неэффективно. А вот у кого больше опыта, у него больше чутья? Есть такой стереотип, что более опытные люди обладают большей чуйкой. На самом деле и так, и не так одновременно. Например, в быстро меняющихся областях IT, нейронные сети, там, искусственный интеллект и так далее, это вообще не работает. Скорость приобретения коллективного опыта миром настолько сильно отличается от опыта одного человека, сколько бы он опытов конкретно не делал, весь его опыт — это незначительная величина от опыта всех людей, которые экспериментируют в этой области. Вот. Но тем не менее есть консервативные вещи, где мало чего изменилось за последние 200 лет. Там персонально приобретенный опыт дает хорошую картину, и однажды приобретенный опыт позволяет потом всю жизнь эксплуатировать это. Вот. Но есть области, где очень сильно все поменялось, потому что 100 лет вообще не было никаких нейронных сетей, никаких социальных сетей, этого вообще не было. А сегодня, когда они появились, вдруг стало понятно, что твой опыт 5-летней давности алгоритмов там, работы в каких-то там нейронных сетях или в социальных сетях, он вообще никак не применим к сегодняшнему современному дню, потому что все поменялось. Алгоритмы поменялись, люди поменялись, тренды поменялись, все поменялось. Причем тут твой опыт 5-летней давности? 0. Более того, он становится обузой. Обузой, потому что мы же держим наш опыт, мы же держим фотографию нашего, возможно, успешного даже опыта. Да? Вот у нас когда-то вот так получалось, мы его пытаемся из прошлого в свое будущее протащить. Да? То есть мы тратим на это усилия. Поэтому именно здесь возникает обстоятельство, когда новичкам везет. У новичков, молодых ребят, видишь, как они быстро осваивают некоторые области? Потому что они приходят без опыта, без какого-то бы ни было опыта, и с детской непосредственностью, вот с простотой восприятия мира, говорят: так, ребят, что есть? Вот это хорошо, мы с этим работаем, да? Посмотри, как быстро у них все получается. А почему не получается у опытных и бывалых? Потому что они перегружены своим опытом. Поэтому опыт свой, и даже опыт группы людей, с которой ты живешь, да, и даже представление общества о том, как бы лучше, на самом деле это очень опасные штуки, которые вроде как дают нам ясность, что делать, с другой стороны, очень часто подсовывают не очень выгодные паттерны решений. Получается, что когда приходит новичок, здесь речь идет и не о чуйке, и не об опыте. Речь идет просто о какой-то легкости, желанию экспериментировать и какой-то простоте. Я бы назвал это легкостью. Почему я называю это легкостью? Люди называют легко, когда у многих других людей что-то получается.
тогда люди склонны назвать это легко. Ну, если у многих получилось, значит легко, значит и у меня получится. На самом деле это действительно так. Если у многих получилось, то нет никаких оснований, что у тебя не получится, кроме одного. Если ты приговорил себя к тому, что у тебя не получится. Когда быстро меняющаяся среда, которая как раз это более яркий пример того, что сейчас происходит с бизнесами и вообще с людьми. А как адаптироваться? Я иногда замечаю людей, у которых это получается, но для меня пока секрет, как они успевают собрать информацию из разных источников и встроиться в струю. Секрет достаточно удивительный. Надо быть подключенным к мирозданию или к эволюции. Но как это? Первое. Ну вот ваши личные ценности – это самое главное. Личные ценности лежат, ну, скажем так, в основе принципов. Лично твоих правил жизни. И исходя из этих принципов, ты совершаешь все свои действия, которые идут от сердца. Далее. Мечты. Мечты – это вообще вектор развития некого. Да? Это наша направленность, наш замысел, наша длинная воля, направленная на что-то. Но здесь есть нюанс, что мечты, не будучи снабженными там, целями, задачами, планами, там, со сроками их выполнения, да, они начинают быть мерцающими. То есть они не обжимаются в какие-то каркасы, план графиков, да, и начинает мерцать, вот так вот начинает колебаться. Дальше. Сильная команда. Заговорщики, о которых я говорю, там, которые объединены похожими целями, как у тебя. Понимаешь, похожими. Я так скажу, опыт, навыки и знания членов твоей команды вторичны. Вот этот вектор направленности на замысел, да, вот это желание, скорость движения туда, оно позволяет получить достаточное необходимое стремление, чтобы добирать по дороге необходимые знания, навыки и так далее. Идем дальше. Ошибки. Отношение к ошибкам как к бриллиантам или как к головоломкам, которые следует разгадать. Да. Ведь разгадав головоломку, мы избегаем ошибок в будущем или по дороге видим, что мы продаем кому-то эти головоломки и так далее. То есть вот такое отношение к ошибкам. Ну и напоследок скажу так, основной закон мироздания или Вселенной – это эволюция, изменчивость и так далее. Если вы не меняетесь, команды, и каждый лично не меняется, то все умирает. Какое бы ни было суперское состояние, ну вот, в моменте. И самый главный элемент таблицы умножения успеха – это вера в то, что все перечисленное есть в каждом из нас в достаточной концентрации, в достаточной степени, чтобы с нами случилось это. Кто знает эти вещи, тот, внимание, Алексей, тот подключен к мирозданию, к эволюции. Вселенная помогает таким командам и таким людям. Помогает. Она постоянно создает обстоятельства, в которых такие люди, такие команды выигрывают. А вот вы как мастер жизненных компетенций, вот если смотрите на какую-то команду, ну если провести аналогию, как вот мастер открывает капот, как вы поймете, что либо вот рационалистический подход, либо вот тот, который по-вашему правильный? Я смотрю на самовосприятие людей. Самовосприятие людей – это не то, что уже есть. Это то, куда люди стремятся. Это образ, который люди нарисовали себе, куда они мечтают проникнуть. Самовосприятие людей показывает по-честному перед Вселенной, где люди могли бы оказаться.
Например, если я беру одну команду одних людей, и они очень правильные, они прям вот такие вот аккуратные, правильные, они выполняют все правила, все стандарты и так далее, каждый, кто выполняет все правила и стандарты, может выживать и неплохо процветать там, на зарплату и так далее. Но он не может сделать ничего выдающееся, потому что есть очень много компаний, которые сделали правильное. И это Красный океан, сделавших правильно. Как 1000 ларьков, стоящих на одной улице, продающих сникерс. Будет у них доход у этих ларьков? Многие из них разорятся. Очень важно делать то, чего не делают другие. А это сразу видно, что люди с особым самовосприятием, первое, я могу сделать, чего другие не делают, я хочу это сделать, я уже делаю эти штуки, я экспериментирую, я 120 раз пробую что-то другое сделать, чтобы выделиться, я предощущаю, что в этом месте может случиться феноменальное, выдающееся, то, чего не случится там, где все правильно. Там хорошо, там все правильно, там все хорошо, но там феноменального точно не произойдет. А здесь может. Бизнес все-таки рациональная штука или нерациональная? Я запутался. Рациональное слово такое придумали люди, когда вырабатывали способ мышления, логика называется такой способ. Такой подход умозрительный, то есть рациональный, все же не отвечает на все явления, которые происходят в мире. Давай покажу тебе на примере. Была компания IBM, абсолютный чемпион в компьютерах. Microsoft по сравнению с ним был там маленький стартапчик. Apple по сравнению с IBM был маленький стартапчик. Теперь посмотрим, что случилось через 30, через 40 лет. Где сейчас IBM? По сравнению с Microsoft и Apple. Просто вообще непонятно, куда делся IBM. С точки зрения рациональности, IBM должен был бы сейчас быть на месте и Microsoft, и Apple, но его нету. Дело в том, что на определенном этапе перечисленные мной вещи, такие как команда, такие как мечта, такие как эволюция, изменчивость и так далее, такие как ошибка, как головоломки, да, были напрочь загнаны, погашены в IBM. Корпоративная культура IBM в 70-х годах была такова, что люди должны были ходить в строгих костюмах, с галстуками, буквально цветовые решения были выбраны, был кодекс, как должен был вести себя корпоративный человек из компании IBM. Винтики, шурупчики, одинаковость, стандарты. Конечно же, они полностью срезали только что названные мной принципы подключения к мирозданию. Поэтому стоит ли удивляться, что эта компания оказалась на периферии? Я вообще удивлен, как она выжила, честно говоря. Поэтому на самом деле все, что произошло с этими компаниями, никак не объясняется рационалистической или прагматической школой, но полностью, абсолютно поясняется тем подходом, который я изложил. Поэтому я в своей жизни, в своей бизнес-жизни, в своей личной жизни, в своей общественной жизни использую свое учение. Ибо те учения, которые я видел, они просто мне не подошли. Основанная мной Академия X10 – это место, где обучаются искусству управляемых совпадений. Место, где становятся мастерами жизни и познают канон чистоты. Или учение X10.